Привет, сегодня я вам расскажу основу на C++, не будем медлить, начнем. Чтобы мы могли писать в коде, точнее выводить, нам нужно сначала подключить библиотеку, сейчас я вам покажу, include iOS ream. Закрываем. Дальше мы берем int main, ставим такие скобки. Потом, чтобы выводить, нам нужна такая команда std. Ставим два двоеточия. Потом пишем count. Такие штучки. Hello world. sdt. End line. Запятая, return 0. И выводим. Вот выводит Hello World. Чтобы создать переменную на C++, нам нужно сделать, импортировать еще string. Мы берем string x. Дальше мы, смотрите, чтобы мы могли передать значение в x, если мы так, то мы делаем, смотрите как, допустим, hello. Есть его столько типов: char, string, integer, float, bool и все. Так вот, сейчас мы, допустим, хотим вывести x. Мы берем также std count x sdt end line и выводим. А тогда смотрите, что сделаем. String. Забыли. И еще запомните, всегда двоеточие перед вот таким ставьте. Сейчас. Ладно, не будем замедляться на этом. Давайте сделаем это integer. Integer. И передаем сюда значение 12. Вот, 12. Чтобы мы могли сами записать сюда значение, мы берем какого это типа, потом sdt sin и x. Мы передали значение в x. 12. Так, ладно, вот. Мы передали значение, и у нас оно выпадет. Теперь, как записывается в C++ условие? Допустим, мы хотим проверить. Если же int x равно 12, равно 12, мы пишем так. X равно 12. Как в TypeScript же том же. И если это правда, x. Выводим, значит. А если неправда, else stt out не равно 12. Сейчас мы быстренько перезагрузимся. Оп, я тут. Проверяем теперь. Равно 12, как вы видите. Теперь, если мы же введем 14, то у нас уже не равно и не равно 12. Чтобы повторить цикл несколько раз, мы смотрите, что делаем. For let i равно 0, i меньше, чем 3, i++, такие скобки, stt count x минус i, допустим, будет. Не, давайте сделаем эту отдельную переменную integer
xi равно x минус I. std count x sdt underline. И еще не забывайте ставить такие точку с запятой. Детур 0. Проверяем. Ну ладно, вот вам цикл рабочий. I равно нулю. I, если I... ой, не так. Да, все так. Вот, рабочий код. То есть let I, мы создаем переменную сразу же. Если I больше 3, если меньше 3, тогда у нас выводится этот код, если нет, тогда нет. Чтобы был бесконечный цикл, мы вводим while try. И вот цикл. Я не буду его запускать, просто вот цикл рабочий. Чтобы создать список, мы должны, смотрите, что делать. In cloud вектор. Потом делаем std вектор integer. То есть там должны быть только числа. И, допустим, numbers. Создадим такой. Сейчас у нас это как пустой список. То есть, смотрите. Numbers push. И обратите внимание, тут через push через нижнее подчеркивание пишет. То есть push 2 так, stt count numbers, sdt endline. Не знаю, почему я решил endline так делать, ну ладно. Ну, просто похоже. Ну, то есть вот. Вот. Numbers, и у нас оно выведет. И оно у нас выведет 2. Ну, а этот ролик подошел к концу. Попрошу вас подписаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.